Пришел. Подожди. Ты сегодня рано пришел. Еще съемка не началась. Тут Дема сзади сидит. Нет, это другая сторона Демы. Вот Дема. А вот Сема. И как я буду снимать? О, да ты улегся, друг. Ричи охраняет другие цветочки в другой комнате. Ричи охраняет маму. Здравствуй. Без тебя никак? Никак? Никак без Семы? Так, Сема, ты уходишь? Уходишь? Ну хорошо, хорошо. Конечно, ухожу, конечно. Да. Иди сюда. Сюда. Поворачивайся и иди туда. У тебя много шерсти очень. Сема. Сема, лежать. Молодец. Добрый день, друзья! Успокоилось наше музыкальное сопровождение, и мы можем начать рассказывать, вернее, я могу начать рассказывать об орхидеях. Не часто показываю вам свои бульбовые орхидеи, но вот сегодня как раз хочу показать их. Не забывайте, что теперь не в первом закрепленном комментарии, а под видео будет всегда находиться информация о моей группе ВКонтакте и о Яндекс.Дзен. Переходите, подписывайтесь для того, чтобы не потеряться. А сегодня мои бульбовые орхидеи. Показываю не все, но показываю те, о которых я вам уже рассказывала. Часто спрашивают, что там происходит с зигопеталумом, потому что я его покупала таким большим кустом, разделила на два, но уже показывала, цветет он каждые полгода. Причем для меня эта орхидея оказалась самой-самой простой. Сам по себе растет, сам по себе цветет, как трава. В прошлый раз на одном было 3 цветоноса, на другом 2. Вот сегодня показываю опять оба зигопеталума. Каждый новый рост сразу дает цветонос, причем не один. Вот новый ростик пошел, вот первый цветонос, вот здесь показался другой цветонос. Зигопеталум растет по-другому, чем камбрии и мельтонии. Он сначала выпускает цветоносы, а потом, когда отцветет, наливает бульбы. Здесь тоже 2, пока маленьких цветоноса. Вот один, вот второй. Вот после цветения он наливает вот такую бульбочку. Бульбочки должны быть плотненькие. Так что вот этой орхидеей очень понравилась у меня. Цветет красиво, распустится. Еще раз покажу. Также неплохо чувствует себя
Дендробиум нобеле. Покупала я уценку. Недавно вам его показывала, как он растит новые росты. И он вот так зацвел. С дивным ароматом. Но мне все время кажется какой-то разный аромат. Вот сейчас он мне пахнет ландышами. Это дендрофаленопсис. Это детки от дендрофаленопсиса. Кстати, на пересадку зигопиталума и посадку вот этих деток я вам оставлю ссылки в правом верхнем углу экрана, чтобы вы посмотрели, как я это делала. На уценке выросли детки, причем не прикорневые, а на самих бульбочках. Я их отрезала от материнского растения и посадила две вместе. Вот это покрупнее, это помельче. Покрупнее пока молчит, а у маленькой начался рост следующей бульбы. И еще один дендрофаленопсис. Но этот у меня огромный, просто огромный. Вот такую новую огромную бульбу вырастил, даже выше старой. И еще не закончил рост. Вот такая крепкая. Посмотрите, какой ствол растет. Но у них бывает, они растут до 90 сантиметров. Но если вырастет до 90 сантиметров, я даже не знаю, куда я буду ставить. А от старой опять выпустил цветонос и опять будет цвести. Скоро распустятся цветочки. Все эти орхидеи посажены в одинаковый смешанный грунт. Им нужно большее количество влаги, потому что у них очень тоненькие корни. Смешанный грунт я составляла керамзит, пеностекло, цеофлора и кора. Причем кора любая. Можно брать кору дуба, можно брать кору сосны. Примерно в равных пропорциях. Им нравится такая посадка. Зимой, примерно месяц-полтора, у них был период покоя. И находятся они у меня сейчас на балконе. Там прохладнее, чем в комнате, градусов на 6. Там примерно 19-20 градусов. Ну, ночью может опускаться температура и до 18 градусов. И именно вот этим всем орхидеям нужна такая большая разница температуры. Днем может подниматься температура до 25 градусов. Но это только дневное время, когда там включено освещение, тогда температура такая поднимается. И то не часто, когда плюсовая температура на улице. Тогда получается 25 градусов. Но вот такая прохладная температура именно в период покоя, когда они не растут, им очень нравится. И они вот на этой разнице температуры и в прохладных условиях вот так чудесно зацветают. Конечно, можно их содержать на подоконниках, там тоже более прохладно. Но вот это именно то, что нужно этим бульбовым орхидеям. И тогда они прекрасно цветут и радуют меня своими великолепными цветами. Как я осуществляю полив? Поливаю я точно так же замачиванием. Но чаще всего, когда они начали расти, оставляю небольшое количество воды. Горшки двойные, поэтому я наливаю воды, ну, примерно на 2-3 пальчика. Еще желательно у таких орхидей, вот когда начали расти, когда закончился период покоя, когда пошли в рост новые ростики, их можно пробрызгивать по верху грунта, потому что корни растут сверху, а так как они очень тоненькие и не умеют запасать влагу,
а им нужна большая влажность, нежели фаленопсисам, то здесь можно пробрызгивать грунт. Конечно, нельзя содержать их так, чтобы воды было много и всегда. Даже если я наливаю в горшок воду, я обязательно жду, чтобы она вся или впиталась, или поднялась наверх, высохла, и чтобы ее не было. Следующий полив осуществляю только тогда, когда здесь этой воды уже нет. И они на такой уход отзываются прекрасным цветением. Цветение зигопеталума я обязательно вам покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.